Украина, которая, грубо говоря, вот с европейского реверса живет, каким образом так получается, что газ там стоит на 20% дороже, чем в Европейском Союзе, хотя вроде это тот же самый газ, и Украине вроде как там кто-то помогает, и вроде как какие-то там всем миром поможем, и все вот эти истории. Как же так вышло-то? Ну, давайте по порядку. Что касается состояния подземных хранилищ газа, отопительный сезон в Европе закончен, вышли они там порядка 30% оставалось, но они сами себе придумали законоположение, которое требует, чтобы к 15 октября заполненность была 90%. Лето. Лето – это не только маленькая жизнь, это еще рост температуры. Соответственно, спрос на электроэнергию растет. Все кондиционеры работают у нас пока еще на электричестве, ничего другого не придумали. И европейским странам, европейским компаниям одновременно стремиться к выполнению норматива, то есть закупать газ в объеме, который позволяет складировать подземное хранилище, и на текущую деятельность. Впишутся они там в этот алгоритм, или, может быть, немножко срок будет отодвинут, или немножечко от 90% отступит. Пока Урсула фон дер Ляйен держится как кремень, как написано, так и выполняем. Результат мы видим. Стоимость котировки на европейской бирже TTF в районе $400 за 1000 кубометров. Напомню, что в те времена, когда отношения России и Евросоюза были не настолько натянутыми, средняя цена была где-то в районе $150-170. То есть вот цена за попытки разорвать в клочья там вот все, что они любят. Пойдет она вниз или нет? Сейчас сказать сложно. В буквальном смысле все зависит от того, как будет складываться погода в Европе. То есть все, так скажем, реформы, которые они предпринимали на энергетическом рынке, привели к тотальной зависимости от туч на небе, от ветра в поле. Вот это вот все. Есть тот эффект, который метеорологи заметили давно, он сбоев не знает. Если температура отличается от средней многолетней больше, чем на 10 градусов, скорость ветра стремится к нулю. Если зимой слишком холодно – штиль, если летом слишком жарко – штиль. Что такое штиль летом? Ну, как минимум, это жара. А ветроэлектростанции у вас не работают. Чем замещать? Ну, казалось бы, солнце, все хорошо, но законы физики и химии никто не отменял. При температуре порядка 30 градусов КПД солнечных панелей падает процентов на 20. И чем компенсировать? Угольная электростанция благополучно закрыта. Ну, почти закрыта. Где-то полностью, где-то не полностью. Газовая электростанция, казалось бы. Но если ты будешь закупать газ для того, чтобы решать проблемы с утихшими ветряками, у тебя цена вылезет. Вот они в такой развилке, как они там будут маневрировать, наблюдать интересно. Особенно интересно с понедельника. С понедельника теперь крупнейший поставщик трубопроводного газа в Европу Норвегия, государственная компания, сообщила, что плановый ремонт на месторождении Троль плюс 5%. Ровно одно сообщение. Можно ли как-то добиться того, чтобы цены пошли вниз? На самом деле, никто в Европе не виноват, никакие меры там со стороны России, коварного Трампа, ничего нет. В 2011 году на уровне Еврокомиссии была принята так называемая целевая модель европейского газового рынка. Реализовываться она начала с 2019 года, как было предусмотрено. А что это означает? Отказ от долгосрочных контрактов и отказ от привязки к нефтяной корзине. Исключительно биржевое ценообразование. Что торги на TTF показали, то ценой и будет. Можно ли повлиять на биржу так, чтобы цены пошли вниз? Ну, на то она и биржа, что повлиять не можешь. Это один момент. Второй момент. Очень многое зависит от того, как будет складываться погода в Юго-Восточной Азии. Если там будет жарко, если там будут какие-то проблемы, допустим, с тем, что ГЭС не смогут вырабатывать в связи с испарением воды, то цены вырастут там. А чтобы газ шел к тебе, надо держать. Так что, на мой взгляд, Евросоюз сам себя загнал в какую-то непонятную вилку. Для чего он это сделал, мне сказать сложно. Ну, наверное, так было нужно. Проблемы дополнительные, и то, что никто не отменял директиву АВИ еще 2009 года.
операторы объединенных энергосистем в первую очередь обязаны закупать электроэнергию, которую вырабатывают на ВИА. Соответственно, как это выглядит? Есть солнце, покупаем, все хорошо. Есть ветер, покупаем, все хорошо. Предполагаем, что вот туча и ветер стих. Что делать? Надо компенсировать. Потребитель никуда не исчез в связи с тем, что дождичек пошел, потребитель спать не лег. Кто может? Если гидроэлектростанция, то возникает вопрос, какой может быть режим сброса. Здесь потухли лампочки, я погнал воду на гидроагрегат, и у меня утонуло 2 деревни. Так не бывает. В любом случае, прежде чем увеличивать объем сброса, анализировать, что произойдет ниже по течению. Мгновенно могут отреагировать, а если не повезет, то не отреагируют. Это в зависимости от уровня воды, водохранилища от уровня воды ниже по течению. Угольная электростанция, им на то, чтобы котел из холодного состояния вышел на 100% мощности, надо часов 12. Прогреть котел, прогреть воду и так далее, и так далее. Газовые, но с газом у нас вот так, как есть. Вот в этой ситуации они и находятся. Зачем им эта ситуация понадобилась? Мне сказать сложно. Никакие документы, которые они подписывали, стратегической важности, директива АВИ, третий энергопакет, целевая модель европейского газового рынка, зеленая сделка, водородная программа, вот это все на месте. И, соответственно, вот одной из последних новостей, по-моему, на той неделе, как президент Франции Макрон, все время их путаю, сообщил, что нужно провести учение о том, как будет выглядеть ситуация в энергетике, если придется отключать частных потребителей. Вы к чему готовитесь? Я был немножко удивлен. Оказывается, во Франции жара. Жара – это значит, что ГЭС могут не подстраховать в момент пикового спроса, и возникают проблемы у атомных электростанций. Если уж точнее, то у экологии Франции возникают. Из 57 энергоблоков, атомных, которые сейчас работают, 9 на прямом охлаждении. Грубо говоря, мы берем холодную воду выше по течению, она прошла через активную зону, остудила реактор, и мы ее теплую сбросили ниже. Приходят экологи и говорят, что вы знаете, конечно, хорошо, что у нас вареная рыба сейчас появится, но так делать нельзя. И вынуждены просто останавливаться. Это совершенно разумно, потому что нельзя так над своей экологией издеваться. Значит, что и с атомной энергетикой могут быть проблемы, и с ГЭС одновременно. Вот здесь какая-то такая ситуация. Что касается Украины. До той поры, пока транзит шел, осуществлялся так называемый финансовый реверс. Газ идет с востока на запад. Мы декларируем, что этот газ был куплен, условной Чехии и продан в Украине. То есть, не доходя до Чехии, он отправился в подземные хранилища и по потребителям, как Украина решила. По документам чешский газ. Ничего не знаем, в России ничего не покупаем. Нам еще Петро Порошенко сказал: прикрути. Все было в полном порядке. Сейчас транзит остановлен полностью. Физически нет газа, который идет в направлении с востока на запад. Надо отдать должное газовых дел мастерам Украины. Они действительно на границах поставили, новое оборудование, компрессоры позволяют прокачивать в обратном направлении. Но сколько осталось обратных направлений? Каковы возможности у Украины, если газ не идет с востока? Есть газовое соединение с Польшей, есть газовое соединение со Словакией и есть газовое соединение с Молдавией. 3 источника. Что у нас происходит? Польша нарастить объемы поставок вряд ли сможет, потому что и собственная добыча там стабильно порядка четверти того, что им необходимо, они добывают сами, но это не увеличивается, это такая константа. Есть регазификационный терминал в Свиноujście, есть знаменитый Baltic Pipe, у меня с английским плохо, Baltic Pipe. То есть та же самая Норвегия, в которой сейчас ремонт. Соответственно, Польша, даже если бы она очень хотела, ей прежде всего свои проблемы надо решать. Как поступает газ в Молдавию? Из Румынии. Как он попадает в Румынию? Это трансбалканский газовый коридор, достаточно долгое время использовавшись. С момента того, как начал работать турецкий поток, он просто отключен, «Газпрому» это не надо. Поставлена компрессорная станция, можно качать в обратном направлении.
То есть принять, допустим, СПГ на регистрационные терминалы Греции или Италии, и сверху вниз, снизу вверх в Турции можно принять, прокачивать. Румыния выставила тариф, который вызывает большие споры на уровне Евросоюза. Не исключено, что и в суд будут подавать. Там очень хороший такой тариф получился. Очень хороший. Если средняя цена в Евросоюзе, грубо $400 за 1000 кубометров, то на Украине она получилась 520. Есть Словакия, которая совершенно спокойно может то через Украину в Словакию, то, соответственно, в обратном направлении. Откуда берет газ Словакия? У Венгрии. Откуда берет Венгрия? Из турецкого потока российский газ. Хорошо. Можно было бы ожидать, что, конечно, Словакия в целях поддержки киевского режима, с которым весь мир, там, и даже соседние планеты, начнет оказывать помощь изо всех сил. Но Словакия помнит, что пока украинский транзит существовал, за счет транзитных платежей, Уренгой, Помара, Ужгород, это Украина, Словакия, Чехия, Венгрия, Австрия, вот все это проходило через Словакию, она первая на границе стоит. Прибыль бюджета была $500 миллионов. Прекращенный украинский транзит, эти $500 миллионов просто вытащил из кармана у Словакии. Что сейчас делает Словакия? Вот. Идет навстречу, конечно, пожеланиям своего бюджета. Если мы эту прибыль потеряли, значит, ее надо где-то набирать. Можно сколько угодно рассказывать, что это газ словацкий, венгерский, но он пришел из продолжения турецкого потока по европейской территории. И Словакия просто отыгрывается. В принципе, если убрать всю мораль, если вот этот твой торговый партнер у тебя своими действиями вызвал падение прибыли, ну, естественно, ты постараешься ее компенсировать. Что они, собственно говоря, и делают. Это еще один момент. То, что раньше в подземных хранилищах газа на территории Украины, они в основном сосредоточены в Львовской области, немногие, но было достаточно большое количество европейских компаний, которые хранили свой газ там. Был налоговый режим, не надо было растамаживать, то есть полежал, это не заплатил за экспорт-импорт и забрал, и были скидки. Но последние 2 года туда газ европейские компании не закачивают, потому что все время происходят какие-то непонятные события с этими подземными хранилищами. Что-то летит. Мы здесь явно ни при чем, потому что я европейским газетам верю, украинским тем более. Они сказали, что в России все ракеты и БПЛА закончились еще в мае 22 года. Что у них там происходит, не понимаю. Буду ждать, когда «Таймс» скажет, кто это по ним такое. Рисковать тем, что ты отправил газ на хранение, что-то случилось с оборудованием, которое должно извлекать этот газ, и ты его будешь там хранить вечно, никто не хочет. Но собственная добыча на Украине, она сосредоточена в основном в Полтавской области. Там опять что-то летало. Что-то непонятное. Кто на них напал, не знаю. Но если верить киевским источникам, половину добычи они просто потеряли. Что-то с оборудованием, что-то, может быть, даже с трубопроводами, сказать сложно. Ну, вот такая ситуация. С учетом того, что из отопительного сезона Украина вышла практически с пустыми подземными хранилищами, как она собирается готовиться к отопительному сезону, мне сказать сложно. Ну, слава богу, мне об этом думать не надо. Я помню только то, что у Украины есть вообще эксклюзивный вариант. Можно по-разному подходить. Как обеспечить газом население? Есть 2 варианта. Либо увеличивать объемы поставок, объемы закупок, импорта, добычи, либо сокращать население. Правильно? Правильно. Эксклюзивный вариант. Посчитали, на сколько областей хватает газа, лишнее отдали. Пусть там сами разбираются, где им газ брать. Может, таким методом воспользоваться, мне за них думать сложно. Но простор для творчества есть. Вариант очень интересный. Да, но эксклюзивный. Они, к сожалению, выбирают пока другой вариант, тоже с уменьшением количества населения, но, к сожалению, не очень хорошими методами. Вот. Ну, такие там традиции. А если говорить про европейцев, которые себе создали вот те условия, о которых вы сказали, то они все-таки это осознали, они поняли, что у них не совсем все идеально, есть еще какие-то возможности для того, чтобы российское что-то купить. Надо и это запретить, и последний эвакуационный выход
выход тоже для себя закрыть. И сейчас вот уже в скором времени должны все-таки европейцы объявить о вот новом решении, о том, как они будут от всего вообще российского энергопотока отказываться, от любых возможностей закупки российских энергоносителей. На ваш взгляд, смогут ли они все-таки вот это решение окончательно принять? Ну и если да, то чего вообще от этого решения ждать и от последствий этого решения, что самое главное? Ну, давайте на две части поделим, чего им ждать и чего нам ждать. Мне, например, все эти европейские дела интересны поскольку они не должны приносить вред России. Там, как они живут, какие у них там традиции, какие у них там методы. Да, действительно, 17 июня должна быть опубликована дорожная карта по поэтапному отказу от российских энергетических ресурсов до 2027 года. 27 год выбран не случайно. Так сложилось, что в конце 26-го, в начале 27 года должны быть введены в эксплуатацию сразу несколько заводов по производству сжиженного природного газа. Мнение европейского чиновника: раз на рынке появляется огромный объем СПГ, конечно, он, во-первых, станет дешевле, во-вторых, его станет много, зачем нам российский газ? Логично? Логично. Потому что, конечно, те, кто реализует проекты по строительству заводов СПГ, идиоты. Они не знают, что они одновременно выйдут и вынуждены будут друг с другом конкурировать. Ну, они же только вчера разделились. Ну, правда, с миллиардами сразу, чтобы заводы строить. Не отменяет своих решений Катар. В Катаре все, что касается добычи газа, переработки газа, транспортировки газа, это государственный сектор. Катар из числа тех стран, которые не фрахтуют танкеры СПГ, танкеры-газовозы. Крупнейший флот на планете танкеров-газовозов тоже государственная компания «Катар». Вот все делают сами. Сами добыли, сами ожижили газ, в свой танкер отправили, нашли покупателя. «Катар» действует в таком, как бы это сказать-то, консервативном режиме. Долгосрочные контракты уже подписаны. Контракты с привязкой к стоимости нефти. Европейские компании не имеют возможности подписывать таких контрактов. Ну, значит, не будем подписывать. Раз вы не можете, значит, вам не надо. Катар рассчитывает, у него сейчас объем производства СПГ 77 миллионов тонн в год. Проект строительства идет абсолютно по графику, никаких проблем не испытывают. К 2027 году объем производства будет увеличен до 130 миллионов тонн. Практически удвоен. Практически весь мимо Европы. Не потому, что Катар злой на Европу, потому что с ним не подписывают долгосрочный контракт. Единственное, кто подписал, это немецкая компания государственная, которую украли у России. Холдинг «Газпром Германия» украденный, вот он подписал на целый 1 миллион тонн в год. Погода не делает. Все остальные крупные, средние проекты сосредоточены в Соединенных Штатах. Но, как выяснилось, может быть, это, конечно, случайное совпадение. Видимо, посмотрев на то, что мы там чуть ли не в один месяц пачкой выходим, один проект за другим, он стал объяснять, что у нас технологические сложности, у нас финансовые проблемы, поэтому сдвигаем на полгода, а я на год, а я тогда на 2. И тоже превратилось в такую резиночку. Понятно, что никто не хочет из производителей добиться того, чтобы стоимость товарной продукции вдруг упала. Нормальная реакция. Нормальная. Что касается навязчивого, повторяемого диагноза о том, что это Соединенные Штаты захватили газовый рынок Европы, ну, ребят, это неправда. Нет в Соединенных Штатах завода по сжижению природного газа USA Ltd. Там частная компания. Они не поставляют газ в Евросоюз, потому что нет компании EU Ltd. Там производят частные компании в акционерном капитале ни одной акции государства США. В Европе приобретают европейские компании, в которых нет государственных долей в акциях. Это рынок в чистом виде. И происходит следующее. Порядка 95% газа в сжиженном виде, который производится в США, продается на условиях ФОБ. Free on the board. То есть с того момента, как ваш танкер отгрузили, это ваша собственность. Что хотите с ней, то и делайте. Хотите везти в Европу, везите. Хотите в Африку, везите. Отойдите на 20 миль от берега и вылейте в океан.
Это ваша собственность, делайте, что хотите. Поэтому, если посмотреть на совершенно открытый сайт, как неудивительно, даже без VPN берет, информационное управление при Министерстве энергетики США, можно почитать, кто покупает. Там все по датам разбито, кто купил, на каком судне повез. На первом месте по объему закупок компания Total Energy. Total Energy захватила европейский рынок. Ну, хорошо. На втором месте Shell, англо-голландская компания. На третьем месте BP. Поэтому, когда маршал Петен, президент Макрон сообщает, что он поедет в гости к Трампу и будет ему объяснять, что нельзя так дорого продавать СПГ в Европу, она от этого страдает. Ну, он как бы это вводит в заблуждение. Ему не надо никуда ездить, он может пешком дойти до штаб-квартиры Total Energy и задать вопрос, а что ж ты по таким ценам продаешь-то? И Total Energy ответит, я в Америке покупаю на основании тех законов, которые действуют в США, и здесь продаю на основании тех законов, которые разработала Европейская комиссия, а Франция согласилась. Продажа и ценообразование только на бирже. Там, да, нам удалось купить по 150, плюс доставка, плюс то все. Сюда приехали, выставили на TTF, там у нас купили по 400. Мы какой-то закон нарушили, налоги вот. Все в порядке. Как они будут выкручиваться из этой ситуации, сказать сложно. Если посмотреть на общую статистику, то с 22 по 24 год объем поставок «Газпрома» в Европу снизился где-то так на 100 миллиардов кубометров, на 110 миллиардов кубометров. При этом потребление газа в Европе упало где-то на 110 миллиардов кубометров. То есть, когда они говорили, что они избавятся от тлетворного влияния российского газа, как выяснилось, они просто вот на этот объем перестали закупать газ вообще. Милая дама, которую мы сейчас на экранах видим, уверяла, что это программа экономии. Но если посмотреть на даты, что когда происходило, сначала упал объем спроса, а потом Европейская комиссия опубликовала программу экономии. Просто, если не можешь остановить процесс, то лучше его возглавить. Что они и сделали.